В Беларуси освобождены 52 политзаключенных. Российские дроны в Польше. Революция миллениалов. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 13 сентября, 14:30. 11 сентября медиакомпания Deutsche Welle по данным посольства США в Литве сообщила об освобождении в Беларуси 52 политзаключенных. Помимо белорусов, среди освобожденных также 14 граждан других стран. Новостное агентство Reuters показывало на своем YouTube-канале пресс-конференцию с теми из политзаключенных, кто был в состоянии участвовать. На ней Сергей Спариш сообщил, что Николай Статкевич отказался покидать Беларусь и призвал требовать выполнить договоренности с Трампом, чтобы Статкевич оставался на свободе. В тот же день издание «Наша Нива» сообщило, что правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек. В основном их обвиняют в оскорблениях и клевете на Лукашенко. 10 сентября BBC Украина сообщила, что по данным Национальной полиции Украины, российские войска сбросили управляемую авиабомбу по центру поселка Яровая в Донецкой области. Погибли 25 человек, еще 19 получили ранения. В этом месте Укрпочта выдавала пенсию населению, и большинство погибших – пенсионеры. 12 сентября русская служба BBC рассказала о том, как отреагировала система ПВО стран НАТО на налет российских дронов в Польшу в ночь на 10 сентября. Автор цитирует премьер-министра Польши Дональда Туска, заявившего, что из 19 беспилотников были сбиты 3-4, а также издание Bild, которое сообщило, что авиация НАТО потратила более $1 миллиона. В тот же день издание Bloomberg сообщило, что США будут призывать своих союзников по Большой Семерке ввести пошлины до 100% на закупки российской нефти Китаем и Индией, чтобы убедить Путина прекратить войну. 7 сентября в Ватикане Папа Лев XIV возвел в лик святых Карла Акутиса, покровителя интернета, умершего в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии. 4 сентября правительство Непала заявило о блокировке большинства соцсетей, включая Facebook, X и YouTube. Молодежь вышла на улицы. Полиция открыла огонь по протестующим. Издание The Associated Press рассказывает, что протестующие у парламента скандировали «Остановите коррупцию», а не социальные сети. Новостное агентство Reuters сообщает о как минимум 51 погибшем и 1300 раненых. Издание Hindustan Times сообщает, что пост премьер-министра заняла активный борец с коррупцией Сушила Карки. А 11 сентября издание «Политика» сообщило, что в Албании в целях борьбы с коррупцией министром был назначен искусственный интеллект по имени Диэлла. Ожидайте сегодня новое стихотворение «Руси рассвет» на нашем YouTube-канале. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.